Срочные новости этого дня. Сегодня утром в Израиле конкуренты по бизнесу Максима Галкина обнародовали шокирующий документ. Тайное завещание Максима Александровича, который артист составил еще несколько недель назад. Максим Галкин, как будто предчувствуя неладное со своим здоровьем, заранее составил важный документ. Хорошо известно, что Максим Галкин не бедный человек, однако его реальная состоятельность буквально шокирует своим размахом и роскошью. Однако Максим Галкин оказался щедрым человеком. Он разделил свое колоссальное богатство между своими близкими людьми, друзьями и коллегами по цеху. В частности, своей давней знакомой, известной актрисе юмористического жанра Елене Воробей, Максим Галкин оставил шикарный трехэтажный дом в Подмосковье и личное озеро. Помимо этого, к Елене Воробей перейдет депозитный счет на $100 тысяч. Своему давнему другу, эстрадному певцу Николаю Баскову, Максим Александрович оставляет шикарный автопарк премиум-класса, состоящий из 14 автомобилей, а также цветочный бизнес в городе Москве. Не забыл Максим Галкин и о своей классной руководительнице старших классов Елене Петровне Григорьевой. Своей учительнице Максим Галкин оставляет просторную однокомнатную квартиру на улице Цурюпа в Санкт-Петербурге, а также депозитный счет на 17 миллионов рублей. Своему старому конкуренту по музыкальной сцене и в личной жизни Филиппу Киркорову Максим Галкин оставляет старый раритетный рояль 1939 года, а также личную музыкальную студию. Помимо этого, Филиппу Киркорову достанутся редкие фотографии Максима Галкина и его семьи. Своей первой учительнице на музыкальной сцене, артистке юмористического жанра Елене Степаненко, Максим Галкин оставляет 3 двухэтажные квартиры пентхауса в городе Владивостоке, а также уютную дачу под Санкт-Петербургом. Своему бывшему коллеге по цеху, известному артисту, сотруднику антикоррупционного комитета Владимиру Винокуру, Максим Галкин оставляет семейный альбом с редкими фотографиями, а также коллекцию старинных машинок. Очень щедрый подарок сделал Максим Галкин своему давнему коллеге по музыкальной сцене Андрею Макаревичу. Андрей Вадимович Макаревич в случае определенных обстоятельств станет хозяином 2 футбольных стадионов, которые на данный момент являются собственностью Максима Галкина. Стадионы расположены недалеко от города Саратова и в стране Кипр. В случае смерти Максима Галкина несказанно разбогатеет и его любимый садовник, итальянец Джазука Чарези, который работает у Максима Галкина уже 4-й год. Своему любимому садовнику Максим Галкин презентует 2 личных конных ипподрома в Чехии, а также спортивный автомобиль стоимостью в 50 тысяч евро. Ну и, конечно же, Максим Александрович не забыл о своей любимой супруге Алле Борисовне Пугачевой и желанных детях. Для своих родных Максим Галкин делает самый щедрый подарок. В случае чрезвычайной ситуации, связанной с Максимом Галкиным, в собственности семьи известного артиста окажется 104 квартиры на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, денежная наличность в размере 14 миллионов евро и 6 миллионов долларов, а также 14 заводов, предприятий и фабрик на территории России разного направления. На данный момент они арестованы антикоррупционным комитетом, но до сих пор официально являются собственностью Максима Галкина. Данный документ был составлен Максимом Галкиным 4 недели назад. Зрители с большим стажем могут помнить, что совсем недавно у Максима Александровича было диагностировано тяжелейшее заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. К сожалению, к этому часу поступили и очень печальные новости о сотруднике комитета, известном артисте российского балета, общественном деятеле Николае Максимовиче Цискоридзе.
Несколько недель назад у Николая Максимовича было обнаружено тяжелое заболевание – онкология, рак мозга второй степени. Сначала были надежды на благоприятный исход, однако ситуация стала стремительно развиваться в негативную сторону. Сегодня близкие, друзья, знакомые, сотрудники комитета последний раз навестили Николая Максимовича в медицинском центре. Далее Николая Цискоридзе направляют в специальное медицинское учреждение закрытого типа, где будет продолжаться борьба за его жизнь. Однако родные и близкие уже не смогут посетить известного артиста, так как стадия болезни находится в терминальной стадии. В связи с этим официальные представители Центрального телевидения сообщили, что все передачи с участием Николая Цискоридзе на данный момент будут идти в записи. Новые выпуски пока, к сожалению, появляться не будут. Увы, в связи с состоянием здоровья Николай Максимович Цискоридзе уже вряд ли сможет являться сотрудником комитета. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Николаю Цискоридзе и поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.